Всех приветствую на новом канале. Это вторая часть видео про реле-регулятор для печки из газового баллона с теплообменником. Значит, сделал вот такую сборку. То есть это розетка, реле-регулятор вот с датчиком и вилка с проводом питания всей этой схемы. Значит, закрепил на кусок фанеры. Провода вот эти вот поменял. Теперь стоят 2 на 1 миллиметр. То есть провода стояли здесь очень тонкие, вот как можете видеть, у меня таких реле-регуляторов несколько. Ну и здесь провод сечения, наверное, 0,5, может быть даже 0,3 миллиметра. Он цельный провод, не многожильный, достаточно жесткий, может быть даже алюминиевый, ну не знаю. То есть разобрал я само реле, поменял провода, подключил к вилке. Питание тоже провел насквозь через розетку, ну, чтобы более аккуратно смотрелось. Значит, закрепить я его хочу вот в этом месте, чем, собственно, сейчас и займусь. Ну и потом перейдем к испытаниям этого реле. Напомню, кто не смотрел прошлое видео, для чего я все это делаю. То есть у меня в печке установлен теплообменник, и когда занимаешься чем-то в гараже, в мастерской, то есть выключая свет, ну то есть уходишь домой, печка продолжает работать, чтобы теплообменник не закипал. Ну, то есть насос должен какое-то время до остывания печки продолжать циркулировать, продолжать гонять теплоноситель по контуру теплого пола. Вот, собственно, для этого я и устанавливаю вот этот реле-регулятор. Вот так, ну вот, закрепил реле на стену. Ну, это, можно сказать, даже не реле, а контроллер температуры. Закрепил его на стену. Вот он датчик. Таким образом я его сейчас установлю в гильзу. То есть там у меня в гильзе уже предварительно намазана термопаста для более лучшего контакта. Значит, вот у меня вилка с насоса. Я ее тоже провод нарастил, удлинил. То есть вот здесь вот она по креплениям трубы у меня идет и подключается к насосу. То есть вот эта розетка, она срабатывает от реле. Значит, это вилка питания самого реле. Значит, сейчас мы подключим ее вот, в удлинитель пока. Так вот, реле сработало. 9,1 градуса сейчас температура теплоносителя. Значит, давайте сейчас расскажу, как его настроить. Вот на примере вот этого реле буду показывать. Левая кнопка — это кнопка включения реле регулятора. Правая кнопка — кнопка выключения. Значит, это реле может как работать как на охлаждение, так и на нагрев. Но как таковой функции отдельно здесь на охлаждение, на нагрев нет. То есть тут такой принцип, что зависит от температуры. Допустим, если температура включения больше, чем температура выключения, то реле будет работать на охлаждение. Если температура включения меньше, чем температура выключения, то реле будет работать на нагрев. То есть у меня реле выставлено сейчас 30 и 25 градусов. То есть температура включения у меня стоит 30 градусов. Это вот эта вот кнопка. То есть вот 30 градусов. И температура выключения у меня стоит 25 градусов. Значит, если использовать его в режиме нагрева, то температуры должны быть наоборот. То есть вот это должна, допустим, 30 быть, а вот это вот 25. Ну, тут, в принципе, все понятно. Значит, печку я сегодня топить не планирую. То есть в гараже ничем заниматься не буду для этих целей. Для наглядности эксперимента вот собрал тоже лампочку с куском провода. Давайте сейчас за место насоса установлю я лампочку. То есть вот так вот мы ее здесь положим, чтобы было видно всем. Так, ну и в качестве, чтобы сымитировать нагрев, буду использовать вот обычную зажигалку. Вот так вот закрепил лампочку, датчик, ну и вот реле. Сейчас показывает 10,5 градусов температура воздуха. Ну и вот представим, что я затопил печку. Сильно много греть не буду.
Вот, при достижении 30 градусов включился у меня насос. То есть вот температура падает. Давайте вот немножко еще подогрею. То есть покажу, что 50, 70 градусов. Вот, грубо говоря, сейчас работает печка, да? Ну и то есть закончил я подкидывать дрова в печку. Насос работает, ну и охлаждается потихоньку система отопления. То есть я уже, допустим, ушел из мастерской, выключил свет, осталось у меня работать только вот питание реле и насоса. Ну и температура падает. Вот сейчас насос работает. Вот уже 39 градусов. То есть вот он датчик. Лампочка горит. Так вот уже 30 градусов. Отключение у меня настроено на 25 градусов, напомню. Двадцать пять и 4. Ну и вот реле отключило насос. То есть, как бы отключила лампочку, понятно, что здесь будет включен насос. Ну и то есть спокойно дальше остывает контур утопления. Реле выключено. То есть, опять же, на следующий день, допустим, прихожу я в свою мастерскую, уже ничего делать не надо. То есть затопил печку. При достижении 30 градусов насос автоматически у меня включается. Вот такое, ребята, коротенькое получилось видео. Надеюсь, кому-то оно будет полезно. Ну а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.